Поставьте лайк, подпишитесь и поделитесь этим видео, чтобы больше людей узнали этот секрет. Давайте развиваться вместе. Мужчины, обратите внимание, потому что я устала видеть, как вы попадаетесь на пустые обещания, становитесь дураками и не понимаете основные принципы успешного соблазнения. Прежде всего, если вы случайно попали сюда, поставьте лайк и подпишитесь на канал, потому что если вы даже не сделаете усилия поддержать контент, который может изменить вашу жизнь, не жалуйтесь, когда останетесь одиноки и будете ныть по углам. Тема сегодняшнего видео проста и необходима. Что делать, когда женщина смотрит на вас, особенно если это молодая девушка, и вы хотите разжечь в ней сексуальное желание? И, пожалуйста, хватит оправданий типа «они любят только богатых парней» или «я не знаю, готов ли я». Вы готовы продолжать быть дураком, как всегда? Так что принимайте, что пришло время учиться. Я буду говорить жестко, потому что вам это нравится. Слышать правду без утайки, без массажа. Я укажу все, что вы должны были сделать, но еще не сделали, а также дам полезные советы, чтобы вы перестали тратить время на стратегии, которые не дают результатов. В этом видео я покажу вам, как сохранять уверенный взгляд, как использовать легкую улыбку, как важно иметь уверенную позу, как проявлять интерес, не выглядя отчаявшимся, как создать атмосферу таинственности и многое другое. Перестаньте думать, что достаточно запомнить готовые фразы. Соблазнение – это поведение, умение читать контекст, уважение к сигналам, без того, чтобы становиться ковром. Если вам кажется, что это трудно, то еще труднее оставаться в болоте, когда вас игнорируют те, кто вам нравится. Так что откройте глаза, перестаньте быть трусом и внимательно слушайте каждый пункт, который я буду разбирать. Если в конце вы все равно будете жаловаться, виноваты будете только вы. Ну а теперь, без лишних слов, давайте погрузимся в секреты, которые могут полностью изменить ваше восприятие взгляда девушки и создать атмосферу, которая заставит ее хотеть большего. Номер 1. Сохраняйте уверенный взгляд, не отворачиваясь. Сохраняйте уверенный взгляд, не отворачиваясь. Это кажется простым, но это не так. Многие из вас, когда замечают, что молодая девушка смотрит, сразу отворачиваются, как будто они совершили преступление. Проснитесь, друг мой. Если она вас заметила, это означает, что, возможно, ей интересен ваш взгляд, может быть, это проверка, чтобы посмотреть, выдержите ли вы зрительный контакт. Если вы отворачиваетесь, как испуганный кролик, она воспримет это как неуверенность, как будто вы не можете выдержать простой обмен взглядами. Итак, первое правило: если она смотрит на вас, удерживайте взгляд на секунду или две дольше, чем обычно. Не превращайтесь в психопата, который смотрит без моргания, но и не будьте слабаком, который опускает голову. Найдите золотую середину, уверенный взгляд, который передает «я здесь и не боюсь тебя». Но делайте это без нахмуривания, не напрягайте лицо, чтобы ваш вид был уверенным, но не агрессивным. Она должна понять, что вы заметили ее и не испугаетесь, но и не будете вторгаться в ее пространство. Этот баланс уже создает искру, напряжение в воздухе. Если она удержит взгляд, отлично. Если отвратится и улыбнется, тем лучше. Если останется равнодушной, не переживайте. Вы не будете тронуты этим. Мужчина, который умеет держать зрительный контакт, демонстрирует смелость, а девушки, как правило, привлекаются к тем, кто не убегает при первом испытании. Так что, пожалуйста, перестаньте думать, что простое ее внимание – это нападение. Это возможность, а не атака. Используйте это в свою пользу и сделайте первый шаг, чтобы пробудить тот желаемый интерес. Номер 2. Используйте легкую улыбку, чтобы создать мгновенную связь. Используйте легкую улыбку, чтобы создать мгновенную связь. Когда вы заметили, что она посмотрела на вас, не застывайте с каменным лицом, как бы мужчина альфа, из фильма бы улыбка, легкая и уверенная, может мгновенно растопить лед. Не показывайте огромную улыбку от уха до уха, не выставляйте все зубы, как будто вы отчаянно нуждаетесь в этом. Речь идет о сдержанной улыбке, которая говорит «да, я заметил тебя, и это интересно». Этот простой жест передает сообщение, что вы не злобный и не злой, но и не тот дурак, который растает. Если она ответит улыбкой, это зеленый свет для дальнейшего общения. Если не ответит, это может быть застенчивость или отсутствие интереса, но, по крайней мере, вы сделали свою часть. И не говорите, что у вас нет красивой улыбки или вы не умеете улыбаться. Прекратите оправдание.
Любая искренняя улыбка лучше, чем выражение лица, как у мертвеца. Но помните, не нужно переусердствовать, легкая и искренняя улыбка появляется на губах, без странных жестов лицом. И сохраняйте зрительный контакт, когда улыбаетесь, не будьте тем парнем, который улыбается в пол. Этот момент, как молчаливое приглашение для нее понять, что вы открыты к общению. Это уже создаст разницу между тем, чтобы она продолжала смотреть на вас или просто игнорировала. Номер 3. Подкорректируйте свою позу, чтобы излучать авторитет и уверенность. Подкорректируйте свою позу, чтобы излучать авторитет и уверенность. Давайте говорить откровенно. Если вы сутулитесь, у вас опущены плечи и голова, вы выглядите как тот, кто извиняется за свое существование. Это не вызывает интереса ни у кого, особенно у девушек, которые ищут мужчин, способных вести ситуацию. Итак, выпрямитесь. Держите плечи назад, грудь немного приоткрыта, спину прямой, подбородок не слишком высоко, чтобы не выглядеть высокомерно, но и не опущенным, чтобы не казаться покорным. Эта поза излучает уверенность, которую можно почувствовать даже на расстоянии. Когда она видит вас в такой позе, она думает, этот парень явно знает, что делает. Но будьте осторожны, не путайте с выпячиванием груди, как павлин, или с жестким, зажатым телом. Цель – показать, что у вас есть достоинство, а не что вы хотите с кем-то сразиться. И, конечно, руки не должны быть скрещены все время, иначе будет казаться, что вы закрыты для мира. Держите руки расслабленными по бокам тела или опирайтесь на стул, если сидите, но не показывайте, что вы мягкий или неопрятный. Это баланс. Поза, как рамка вашей уверенности. Если она правильная, все идет гладко. И перестаньте думать, что это ерунда. Женщины очень внимательно следят за языком тела. Если вы не заботитесь об этом, то можете попрощаться с любой возможностью пробудить в ней это возбуждение. Так что подходите мягко, но с позой того, кто не боится занимать пространство. Это также важно даже в маленьких жестах, таких как опора локтя на столе или сидение за столом. Покажите, что вы здесь и не являетесь чужим. Номер 4. Проявляйте интерес, не выглядя отчаянным. Проявляйте интерес, не выглядя отчаянным. Теперь давайте разберем классическую ошибку. Парень заметил, что девушка на него посмотрела, улыбнулась, и он бегом к ней, забрасывает ее тысячи комплиментов, задает вопросы о ее жизни, создавая впечатление, что он продал душу за свидание. Это отталкивает всякую привлекательность. Вы должны проявить интерес, но не выглядеть отчаявшимся. Когда почувствуете, что есть возможность поговорить, подойдите расслабленно, начните простой разговор с энергией. Вы можете прокомментировать что-то об окружающей среде или почему заметили что-то в ней, но не стоит заискивать. Например, я не мог не заметить, как ты выглядела любопытной, когда мы посмотрели друг на друга, это было интересно. Вы признаете, что был зрительный контакт и показываете, что вы не дурак. Если она рассмеется, отлично. Если даст односложные ответы, попробуйте начать другую тему или вежливо попрощайтесь и идите дальше. И главное, не задыхайтесь от вопросов, не ведите себя так, как будто она единственная цель. Вы должны показать, что хотите узнать ее поближе, но при этом сохранить свою гордость. И если она не отвечает, не стоит расстраиваться, не нужно совать нос в ее жизнь, как безумный. Покажите, что вы готовы принять, возможно, потом, или нет. Такой подход может даже заставить ее передумать позже. Так что забудьте про отчаянную позу тех, кто умирает от жажды в пустыне. Будьте тем парнем, который проявляет интерес, не превращаясь в ее рабов. Этот подход и покажет, что у вас есть ценность и вы не умаляете о внимании. Номер 5. Установите продолжительный зрительный контакт и создайте атмосферу таинственности. Установите продолжительный зрительный контакт и создайте атмосферу таинственности. Если разговор идет хорошо, используйте продолжительный зрительный контакт в нужный момент, чтобы повысить температуру. Но не стоит постоянно смотреть в глаза, как психопат. Скажите фразу, посмотрите ей в глаза на 2-3 секунды, затем медленно переведите взгляд на что-то другое, а потом снова посмотрите, не спеша. Эта игра взглядов создает ощущение таинственности. Вопрос, что он думает. И будьте осторожны, чтобы не попасть в ловушку, говоря слишком много, объясняя все свои чувства. Оставьте что-то в воздухе, как двусмысленную шутку, загадочную улыбку. Если она спросит, почему ты так на меня смотришь,
улыбнитесь и скажите что-то вроде «думаю, ты уже знаешь». И переключитесь на другую тему. Вот и все, вы пробудили ее любопытство, заставив ее задуматься, что он во мне увидел. Эта атмосфера таинственности усиливает желание, потому что женский мозг любит заполнять пробелы. Но если вы будете болтать как водопад, рассказывая каждую деталь своей жизни и чувств, вы убьете любопытство. Так что сохраняйте баланс, взгляд в глаза, но без вторжения, улыбка, которая что-то предполагает, но не раскрывает всего, и фразы, которые оставляют пространство для ее воображения. Это как подбрасывать дрова в огонь, не гася и не взрывая пламя. И, конечно, если она почувствует дискомфорт от такого продолжительного взгляда, отступите. Принуждение к чему-то против ее воли – это социальное и моральное самоубийство. Помните, что ключевое – это взаимность. Если она удерживает взгляд, облизывает губы, улыбается, значит, вы на правильном пути. Используйте этот момент, чтобы создать напряжение, почти осязаемое, но без навязчивости. Номер 6. Используйте непринужденный подход, чтобы растопить лед. Используйте непринужденный подход, чтобы растопить лед. Если вы думаете, что вам нужны заготовленные фразы или ультрасерьезная поза, вы ошибаетесь. Иногда легкая и непринужденная беседа – лучший способ. После зрительного контакта и улыбки начните разговор без сложных формулировок. «Я заметил, что тебе тоже показалась странной эта музыка, да?» «Я думал, только я удивлялся диджею». Или «Я ждал твоей реакции, когда эта песня начала играть». Такие фразы показывают, что вы заметили что-то общее, что вас объединяет в данный момент. Или если обстановка другая, прокомментируйте что-то интересное, что происходит вокруг. Главное, не просить слишком много разрешений, но и не быть навязчивым. Чувство юмора помогает растопить лед, потому что оно заставляет людей смеяться и чувствовать себя комфортно. И забудьте про вопросы типа «Можно с вами поговорить?» Это звучит неуверенно. Просто подойдите и говорите. Если она открыта, она ответит, если нет, проигнорирует или ответит холодно. И вы сразу поймете, что здесь ничего не выйдет. Непринужденный подход особенно важен для молодых девушек, которым нравится энергия, веселая беседа и ощущение легкости. Если вы подойдете с видом «я главный альфа-самец, который тебя захватит», она может подумать, что вы претенциозный клоун. Так что оставайтесь соблазнительным, но с юмором и легкостью. Это даст вам возможность продолжить разговор естественным образом. Номер 7. Превратите ее взгляд в приглашение к разговору. Превратите ее взгляд в приглашение к разговору. Многие не замечают, что, когда женщина смотрит на вас, часто она неосознанно приглашает вас подойти. Проблема в том, что многие игнорируют это и остаются бездействующими, упуская возможность. Так что если вы поймали ее взгляд и почувствовали, что это было намеренно, ответьте кивком головы или улыбкой. Если она продолжает смотреть, это практически «посмотрим», осмелишься ли ты заговорить со мной. Не ждите, что она поднимет плакат с надписью «Подходи ко мне». Это случается крайне редко. Понимайте, что взгляд – это сигнал. Так что действуйте. Найдите повод сказать что-то. Если вы в одном помещении, подойдите поближе и прокомментируйте что-то в окружении. Если это кафе, скажите что-то о запахе или очереди, если вечеринка, прокомментируйте музыку или декор. Главное, не стойте неподвижно или не затягивайте время, а потом жалуйтесь, что ничего не получилось. У вас должна быть решительность, но без перегибов. Если она действительно пригласила вас взглядом, вы заметите большую открытость, чем если бы вы оставались холодными. Она может даже улыбнуться, когда вы подойдете, как бы говоря, «Я знала, что ты подойдешь». И тогда начните разговор, используя советы, которые я дал ранее: юмор, легкий интерес, уверенный взгляд. Если вы не сделаете этот шаг, вы останетесь тем болваном, который замечает возможность, но упускает ее. Так что перестаньте думать, что это невозможно. Если она смотрит, воспользуйтесь этим. Не будьте мертвецом, который никогда не сделает первый шаг. Номер 8. Иметь спокойное и контролируемое поведение, вызывая любопытство. Иметь спокойное и контролируемое поведение, вызывая любопытство. Не пытайтесь быть спешащим, который задает вопросы и болтает без конца, как будто вы отчаянно чего-то хотите. Ведите себя спокойно, покажите,
что вам не нужно вытаскивать все из нее сразу. Когда она замечает, что вы спокойны и не нервничаете из-за того, чтобы заработать очки, это ее интригует. Она думает, почему он не кидается, как остальные. И этот вопрос вызывает любопытство, а любопытство порождает влечение. Это как загадка. Например, если она спрашивает что-то о вас, отвечайте коротко, но не раскрывайте все подробности. Оставьте что-то неясным, создайте ощущение, что есть еще что-то, что можно узнать. Если она будет настаивать, окей, вы можете рассказать больше. И держите голос на умеренном уровне, не кричите, не шепчите. Покажите, что вы контролируете свои эмоции, что не дрожите просто потому, что рядом красивая девушка. Молодые женщины любят мужчин, которые выглядят так, как будто у них есть целый мир за плечами, но которые не хвастаются. Так что если она скажет что-то провокационное, не реагируйте слишком бурно. Ответьте с улыбкой или фразой, которая демонстрирует уверенность в себе. Это спокойствие и контроль создают атмосферу личной силы, а личная сила – это магнит. Она дает ощущение, что вы здесь не для того, чтобы умолять, а для того, чтобы предложить интересную возможность для обоих. Это, мой друг, редкость и ценность, так что работайте над этим. Перестаньте потеть или пытаться произвести впечатление. Будьте естественно уверены в себе.